Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики. Спасибо большое, что вы меня смотрите. Это видео начинается с самолета China Southern. Я лечу в Гуанчжоу, потом мне как-то нужно будет добраться до Гонконга, а потом на Пхукет. Для въезда в Китай у меня нет никакой визы. Согласно правил, есть возможность воспользоваться или 24-часовым транзитом через многие пограничные точки, или попросить 144-часовую транзитную визу, но у нее будут ограничения по региону и порядку въезда и выезда. Чуть попозже расскажу, как меня без визы посадили в самолет и дальнейший план. Вернусь на пару часов назад. Посадка в самолет авиакомпании China Southern, самой крупной в Китае. Шаг кресел комфортный. Борт Boeing 737-8 MAX. На посадке обратил внимание, что китайские бортпроводники сами расставляли на полках ручную кладь. Инструкция по безопасности была показана через небольшие мониторы в панелях над пассажирами. В полете летел еще сотрудник, наверное, внутренних органов, ходил по салону с видеокамерой на груди и важным видом. При обслуживании предложили большой выбор напитков, в том числе алкогольных. Всем говорили «нихао», а дальше чикен с пастой или фиш с рисом. Мою просьбу про черный чай не сразу поняли. Спасибо пассажиру рядом. Он что-то сказал, и мне налили. Взял рыбу с рисом и практически не притронулся к ней. Очень специфичная на вкус и запах. А вот фрукты съел. Во время всего полета на экранах постоянно крутили одно и то же видео с готовкой от и до домашних сосисек. Тоже специфично. Начали снижение. Команда на плохом английском объявила, что у Гуанчжоу плюс 20 градусов. Хороший такой конец декабря. Ниже облаков открылся вид на север огромного города, и сначала мне показалось, внизу какой-то стадион, но потом в гугле узнал, это новая железнодорожная станция Баюнь, которая открылась именно в день моего над ней полета. Самолет долго летел над одной большой стройкой. Масштабы огромные. Районы уходили куда-то далеко за горизонт. Был небольшой горный массив, усеянный ветряками. Иногда самолет почти равнялся с высотой вершин. Потом, после гор, появилась долина, и мы пошли на посадку в аэропорт Гуанчжоу Баюнь. Один из самых загруженных в мире. И еще маленький интересный факт. Аэропорт спроектирован и построен с учетом фэн-шуй. Например, в нем минимизировано количество острых углов и тупиков, чтобы обеспечить гармоничный поток ци у пассажиров. Сразу после посадки на полосе взлетал грузовик рейсом в американский Лос-Анджелес через Анкоридж. Неработающая полоса была огорожена милым заборчиком. Дальше мне быстро показалось, что стояли споттеры, фотографировали самолеты. Обрадовался, присмотрелся, а это обычные рабочие, работают с грунтом. На другой стороне поля огромный логистический центр американской компании FedEx. Это важнейший хаб компании в Азио-Тихоокеанском регионе и самый технологически совершенный. Может обрабатывать 36 тысяч единиц в час. Дальше проезжали мимо стоянки с разнообразными самолетами, где привлек внимание новый для меня тип. Это ARJ-21, первый региональный реактивный самолет, разработанный и произведенный в Китае. Конкурент нашему Суперджету. Летает на коротких и средних маршрутах с салоном на 90 пассажиров. С момента посадки рулили минут 10. Достаточно долго. Поставили около огромного А350, который прилетел только что из Амстердама. А дальше все как у нас. Самолет еще не выключил двигатели, но пассажиры уже встали. Давайте вернемся к моменту отсутствия визы в Китай. Просто купил за рубли билет в одну сторону в Гуанчжоу. Вы можете также купить билет из любой страны. На регистрации, конечно, пришлось объяснить, что хочу воспользоваться 140-часовым безвизовым транзитом. Попросили показать билет в третью сторону, а у меня было только бронирование отеля в Гуанчжоу и билет через неделю из Гонконга на Пхукет. 15 минут изучали, кому-то звонили и выдали посадочный. Главное правило такого транзита – оставаться в определенной зоне Китая и выехать в третью страну в течение 6 дней. И вот интересный момент. Из Гуанчжоу в Гонконг не разрешается уехать на поезде, но разрешается перейти границу пешком в соседнем Шэньчжэне. Мне помог форум Винского, где в разделе про Китай все понятно написано. Следую указателям 24 и 144 транзит. Рядом идет много пассажиров трансферных рейсов.
Заполняю небольшую форму, рассказываю сотруднику о своих планах на трансфер из Китая. Меня спросили, через какой пункт буду выезжать из страны. Показал дополнительное расписание автобусов в Гонконге и Шэньчжэне. Получил наклейку с разрешением на 144 часа и пошел в сторону пограничников. Есть еще возможность получить транзит на 24 часа, но при нем вы не ограничены в перемещении по стране. Очередь прошла быстро, на границе никто никакие вопросы больше не задавал. Все вместе с получением разрешения заняло минут 20 с момента выхода из самолета. Дошел до зоны получения багажа, где мой чемодан уже любезно кто-то снял с ленты. Дальше таможня, проверяли всех иностранцев, как багаж, так и еще раз зачем-то документы. Застрял минут на 10. Выхожу и иду по направлению стоянки такси. Сажусь в первую машину в очереди, у меня нет интернета, заранее сделал картинку с названием отеля. Начинаем ехать. Где-то на трассе после аэропорта водитель через переводчик говорит: цена поездки будет 500 юаней. В уме перемножаю. Это больше 8000 рублей. Интернета нет, переводчик только у него на телефоне. Едем уже по шоссе. Говорю через переводчик: где счетчик? Он отвечает: нет, это трансфер, такая сейчас цена. Если не согласен, давай поедем в мою фирму разбираться. Говорю: едем в отель, в надежде найти там кого-то, говорящего по-английски. Это какая-то разводка. Он пытается через телефон еще раз уточнить, согласен ли я на эту сумму. Начинает ехать медленно, пока не отвечу. Говорю: готов заплатить 250. Пытаюсь подключить интернет, но почему-то не получается. Китай, на шоссе с мошенником, связи нет, коммуницировать практически с ним невозможно. Он кому-то звонит и громко говорит, меняет карту на телефоне. Говорю 300, он соглашается. По приезду требую чек и снимаю. Он начинает паниковать и говорить: привезет вечером, и такие стали цены. Потом громко что-то кричит вслед. Остановился в Ocean Hotel, забронировал за рубли через МТС Travel за 7300 рублей ночь. Выбрал недорогой по цене и получше отзывы. Предлагали номера даже без окон. Взял обычный номер, получил на 17 этаже. На первый взгляд обычный сетевой номер. Душевая, большая кровать, телевизор и неплохой вид на вечерний город. А вот окна были грязными. Оставил вещи, вызвал лифт, в котором приехал робот. Решил дождаться следующего. На улице обратил внимание, что отель, оказывается, 4 звезды. Вокруг как-то странно. Да, обычные машины, но другой шум. Вместо звуков работы бензиновых или дизельных моторов слышу только шуршание шин. Большинство транспорта электрические и беззвучные. В Яндексе спросил, где центральная улица. Далее проверил, какие карты Google, Яндекс или Apple смогут мне построить маршрут с общественным транспортом. Оказалось, что карты Apple справились лучше всего. Иду в сторону метро. На тротуарах, помимо пешеходов, активно едут и электроскутеры. Навигация в метро в основном на китайском, но основные показатели по цвету, номеру станции и линий показаны понятно. В билетном автомате можно перейти на английский и выбрать сумму поездки, или сначала нажать на конечную станцию, где будете выходить, и далее внести нужную сумму. Чем дальше станция, тем дороже поездка. Мне вышло в 2 юаня. Жетон предлагаю на входе к турникету и прохожу на свою линию. На станции недолго ждал поезда, дольше понимал, в какой поезд мне садиться, налево или направо. Решение оказалось номер станции. В картах было написано, что мне нужна станция 11. В вагоне все было спокойно. Пассажиров интересовали только свои гаджеты. Приехал на станцию, где центральная улица. Нужно идти в сторону выхода. Жетон, который прикладывал при входе в метро, сейчас бросаю в турникет. Еще несколько шагов и выход на центральную пешеходную улицу. В метро прочитал кратко про город. Гуанчжоу называют городом цветов и сердцем Южного Китая. Население более 15 миллионов человек. Здесь самые большие товарные ярмарки и выставки, а вокруг много разнообразного производства. Про центральную улицу было написано, что это исторический центр торговли города, которая сейчас стала пешеходной. Помимо исторических зданий и магазинов, здесь находится центр кантонской кулинарии с множеством кафе и ресторанов на разный вкус. Еда меня интересовала в этот момент больше всего. На одном из перекрестков встретил обычный троллейбус в окружении одних электромобилей и электроскутеров. Apple карты меня привели к еще одной пешеходной длинной улице, где было указано сосредоточение кантонской и международной кухни. В множестве заведений были очереди, и большой плюс – можно было в витринах увидеть, что в них предлагают. Где-то была понятная для меня лапша, где-то на столах из ящиков Кока-Колы готовили барбекю сами гости. В следующем кафе было что-то не очень понятное и резко пахнущее. Не смог даже примерно определить состав. Вдруг вы знаете китайскую кухню? Буду благодарен, если откроете секрет этого таинственного блюда. У кого-то огромные очереди, а вот у этого никого не было. Наверное, плохо готовят рамены. Рядом продавали кантонский десерт, рисовый рулет. Издалека похоже было на рыбу в сухарях.
Голод становился сильнее, но мозг все еще говорил строго «не сейчас», всему тому, что видел и, конечно же, запахом. С другой стороны улицы еле пробился через ажиотаж, где продавали что-то похожее на яблоки. Часто стояла табличка «Если не вкусно, то бесплатно». Еще было много мест, где предлагали шпажки с различными продуктами, которые готовили сразу же на гриле или барбекю. Кто-то предлагал только с мясом, другие специализировались на морепродуктах. Одна шпажка в среднем стоила в пределах 50 юаней. Минут 20 ходил среди этого традиционного китайского кулинарного разнообразия и очередей. И вы знаете, больше боялся что-то попробовать. Голод привел, тадам, к тому, что мне понятно. Филе фиш, картошка, чай и пирожок вышли в 48 юаней. Что хочу, показал кассиру на картинках, заплатил наличными. На пути в отель заглянул в торговый центр, посмотреть, что продают. И на 4-м этаже встретил копию магазина Apple. Дизайн идентичный, а вот внутри ассортимент не совсем оригинальный. В Китае продолжается бум коротких тикток-видео. В центре много встречал странно в тишине танцующих людей. Музыку обычно не слушаю через наушник, поэтому со стороны может выглядеть странно. Приложение карты показывало, в отель можно доехать на прямом автобусе с соседней улицы за 2 юаня. Выбрать можно любой из трех: 191, 233, 833. Идей, как оплачивать проезд, не было. Решил просто зайти и на пальцах спросить. На остановку первым пришел 191. Подготовил мелочью 2 юаня и заплатил в автомат у водителя. Он кивнул и показал проходить в автобус. Или такой был маршрут, или расстояние между остановками очень большое. Поездка до отеля заняла 25 минут, а проехали всего 3 остановки. Сон 10 часов дает много-много сил на новый день. Сегодня по планам исследовать город с той стороны, чем он как раз знаменит – торговлей и рынками. Смога, кажется, нет. Температура в конце декабря 22 тепла. Идеально. У кого-то на крыше растет целый сад. В комнате отеля есть все виды розеток. Переживал, что нужно будет где-то искать переходник. А еще вот такие устройства на случай пожара. В солнечное время территория около отеля выглядит гораздо лучше, чем вчера вечером. Забыл сказать, когда оплатил отель, МТС прислала сообщение, что на время проживания они дают мне 100% скидку на тариф роуминга. Это 500 мегабайт интернета в день. Заранее узнал, все основные рынки находятся около главного железнодорожного вокзала. Открыл карты, оказалось, это через одну остановку по другой ветке метро. Отель удобно расположен в пешей доступности от 2 разных станций. Хоть было уже и 10:30 утра, местные жители делали утренний ритуал тайцзи. Можно как-то сравнить с нашей зарядкой. У него медленные движения для гармонии духа и тела. Но сначала что-нибудь поесть. Завтрак в отеле не брал. Около метро увидел торговый центр и надписи на английском. Внутри нашел кофейню Коста Кофе. Взял сэндвич с сыром и капучино. Кофе получилось невкусное, возможно, из-за странного привкуса молока, а бутерброд оказался не самым свежим. Для завтрака пойдет. В этом же торговом центре увидел магазины со знакомыми брендами. Но по ценам стало понятно, это, скорее всего, оригиналы. На пути к метро был KFC. Не заметил его. Избегание местной кухни у меня в первые дни идет из-за непонимания, что же внутри блюд. Стоимость проезда та же, как и вчера. Получилось 2 юаня. В метро ходит часто. Станция железнодорожный вокзал Гуанчжоу имеет номер 6 на 5-й линии метро. Хотя в приложении показывается, через какой выход лучше всего выйти. Здесь предпочел идти, куда все идут. На выходе бросаю жетон в турникет и попадаю на площадь вокзала. Много полицейских и каких-то зон досмотра. Выглядит все пространство пустым. В некоторые пиковые периоды здесь скапливается огромное количество людей, особенно на китайский Новый год. Общее впечатление – безопасно и всем все равно. Никто не обращает внимания на иностранцев. Иду в сторону рынков. Мой интерес в первую очередь исследовать самые популярные. Через небольшой переход открывается вход на рынок под названием «Белая лошадь». В интернете написано «Это самый крупный, где продается одежда». Внизу большое количество мопедов и не очень много людей. Мне казалось, здесь будет не пройти. Зашел вовнутрь, походил и даже заблудился. Разные этажи, разное качество товаров, разное разнообразие. Большинство точек, как мне показалось, продает товары для китайского рынка. Часто цены кратны 50 юаней. Атмосфера полностью идентична нашим вещевым рынкам, только никто не хватает за руки. С другой стороны дороги сразу же встретил копии известных чемоданов Римова за 500 юаней, хотя обычно их цена более 1000 евро. Может, даже и поторговаться можно. Соседний корпус был еще более многоэтажным, и линии уходили куда-то далеко за торговый горизонт. Здесь была карта с разделением по зонам, где что продается. Пошел на этаж аксессуары. Остановился в одном из многих магазинов с оправами. Ассортимент большой. Продавщица через переводчик написала, что ее дядя делает очки для люксотики, и это то же самое, но для продажи через ее магазин. Ничем не отличается. Показал еще огромный шкаф с разными мировыми брендами.
Черные очки Прада. Я всегда себе такие хотел. За 100 юаней. На потребительский взгляд различий от моих других оправ не нашел. К ним была еще качественная коробка. В этом торговом центре копии все-таки исключение. В основном продают или местные бренды, или вообще вещи без брендов. А вот таблички с любым названием могу выбрать себе на нижних этажах. Хочу на синтетических вещах поставить бирки с хлопком. Легко. Любые бирки, любые логотипы. Здесь же можно оформить и пакеты, или купить уже существующие. Самое популярное место с копиями – рынок под названием «Шарик», в честь скульптуры шара перед входом. Так сказать, тяжелый люкс. Чем выше этаж, тем дороже копии. Вот такая куртка North Face никогда бы не отличила от вещи в оригинальном магазине. 650 юаней всего. Здесь же есть шоурумы с кроссовками и женскими сумками. Очень ревностно относятся, если снимать на камеру. Самые популярные бренды – Gucci, Balenciaga, Dolce & Gabbana, Dior и Chanel. На соседних улицах есть рынки часов, обуви и так далее. Техника тоже разделена на мобильные устройства и компьютеры и находится отдельно. Переехал в другой район и прошелся по небольшому рынку электроники. Цены, конечно же, что не понимаю, как теперь покупать раза в 4 дороже в России. На многих улицах решетки на окнах стоят на всех этажах, хотя внизу товары практически без контроля. На этих рынках можно обменять валюту и сразу же упаковать покупки с отправкой одной из множества транспортных компаний в Россию. Днем кажется, все улицы – один большой магазин. Во дворах магазины совмещены с детскими площадками. Гулял в районе, где было много магазинов, специализировавшихся на продаже дорогой акустики. Не знаю, это были копии или оригиналы, но некоторые выглядели супер и стоили дорого. Миновал всю эту торговлю, вышел на набережную и пошел просто куда глаза глядят. Здесь была обычная понятная жизнь. Кто-то гулял, кто-то занимался спортом, а кто-то ловил рыбу. И если некоторые это просто делали ради процесса ловли, то другие прямо доставали больших экземпляров в немалом количестве. Оу, опять ТикТок. А река не была судоходной и не выглядела грязной. Запахов никаких не было, все было как в обычном городе. С момента утреннего перекуса в Кости еще не ел, заприметил Starbucks. Возможно, там можно будет купить что-то понятное. Зашел, но выбора практически не было. Только старая на вид выпечка и несколько грустных десертов. Дальше по улице увидел ресторан морепродуктов. Но в нем никто не говорил по-английски, и было видно, что нет особого желания заморачиваться в коммуникации с иностранцем. Меня избегали. Решил пойти дальше. На набережной был небольшой красивый парк, где на одной из площадок лежали модели самолетов, а дети запускали их с самокатов. В торговом центре рядом с этим парком увидел вывеску японского ресторана. Подумал, там могут говорить по-английски и будет более понятное меню. Так и оказалось. Удивился, в ресторане никого не было, хотя в соседние заведения стояли длинные очереди. Меню принесли с картинками. Показал, хочу рождественский набор из сашими, донбури и суши. Появилось несколько человек, которые на разных станциях начали готовить блюда только для меня. Сказали, лосось сегодня из Норвегии, а вот гребешок свежайший, прилетел утром из японского Хоккайдо. Для первой части из деревянной коробочки достают уни. Это съедобная часть морского ежа. На комплимент как раз был рожок с ним и внутри с мясом крабом. На вкус потрясающе. Дальше принесли сашими. Рыба была свежайшая, а вот с васаби переборщили. Да, гребешок оказался на вкус невероятно нежным и ароматным и буквально растаял во рту. На Хоккайдо знают толк. Еще хотел показать вот это. В Гуанчжоу это безумие буквально везде, на каждом тротуаре. Электромопедисты считают себя полноценными пешеходами с приоритетом, и любой большой переход выглядит вот так. Сначала едут двухколесники, и уже где-то за ними, оглядываясь, идут люди. Лично был свидетелем 2 болезненных наездов и ничего. Поехали дальше без оглядки. Еще один факт, они бесшумные, сложно даже понять, когда это чудо приближается. На пути к отелю мне попались какие-то очередные улочки, заваленные недорогой обувью. Одни специализировались только на женской, другие только на мужской. Случайно вышел в район вчерашней пешеходной улицы. Увидел очень красивый буддийский храм Дафо, или как его еще называют, храм Большого Будды. Он был уже закрыт, но люди много фотографировались на фоне. Что и в предыдущий день, приложение показало быстрее всего доехать на том же самом автобусе. Так и было сделано. Пока ехал, на сайте Trip.com купил билеты на поезд в соседний город Шэньчжэнь. Там можно перейти границу. Первый класс был всего на пару долларов дороже. Решил шикануть, его и купил. В отеле часы показали цифровой результат. По рынкам сегодня у меня получилось расстояние аж в 22 километра. В день отъезда будильник на 7 утра. Очень хочется спать, а не ехать переходить границу.
Ну что ж, погода сегодня испортилась. Выписался из отеля и через приложение Alipay, где была привязана карта иностранного банка, в разделе Didi вызвал такси. Отдельно не смог установить приложение Didi Такси, так как почему-то не приходило смс-подтверждение. В приложении выбрал точку отеля и цель – Южный вокзал, который был написан на билете от Trip.com. Стоимость поездки на такси почти 57 юаней. Приложение показывало, через несколько минут приедет водитель на сером автомобиле Джак. Не знал, как выглядит эта модель и ждал около входа в отель. Вот, кажется, заехал мой водитель. Точно, номер совпадает с тем, который был в приложении. Он открыл багажник и не выходил из машины. Загрузил чемоданы, поехали. Надеюсь, не будет ситуации, когда ехал из аэропорта с разводкой. Люблю, когда цена в приложении заранее определена. Можно было поехать и на метро, но из-за багажа было лень тащить. Машина, конечно же, оказалась электрической. Хотел поговорить с водителем, но он сразу же жестами показал, ничего не понимает, коммуникации не получится. Ну что ж, поехали в тишине. За окном проезжали утренний город. На тротуарах и переходах, как всегда, куча электроскутеров. Где-то флаги, кто-то спешит куда-то. Обычная жизнь. До соседнего города Шэньчжэня можно доехать множеством разных и быстрых, и медленных поездов или автобусов. Мой выбор был, наверное, самым дорогим. Посчитал, что $13 за самый быстрый поезд – это хорошее предложение. От центра до вокзала получилось не близко, даже ехали по платным дорогам, минут 30, наверное. Издалека здание похоже на аэропорт огромных размеров. Когда он открылся в 2010 году, вокзал был самым большим в Азии. Вот точно, как будто на самолете улетаю. Сразу после входа контроль пассажиров. Нужно отсканировать или предъявить паспорт или ID. Не знаю, проверяет ли система наличие билета на сегодняшний день. У меня паспорт не сработал, проходил через человека. Дальше, как в аэропорту, проверка безопасности. На табло пошел искать свой поезд. В письме от Trip.com не было никаких билетов. Просто было написано «Идите с паспортом сразу в поезд» и его номер. Мой отправляется в 9:27 от зон А8 и Б8. Вокзал, его пространство огромное. До моей зоны нужно было прилично пройтись. Сбоку много разных магазинов и маленьких лавок, в которых продается упакованная еда. В одной купил японский онигири перекусить на завтрак. И лучше бы не покупал. На вкус есть его было невозможно. Около выхода на платформу уже была небольшая очередь, и за 10 минут до прибытия поезда начали пропускать. Для прохода все прикладывали опять документы. В этот раз паспорт сработал. Как и было написано при покупке билета, ваш проход в поезд – это ваш документ. Ничего больше не нужно. Спускаюсь на платформу. Не совсем понятно, куда идти. В письме написано «Мой вагон номер 1». Были какие-то указатели, но не понял их. Решил дождаться поезда и там решить. На путях стояли поезда China Railway High Speed, которые составляют основу высокоскоростного железнодорожного флота Китая. Могут разгоняться до скорости 350 км в час. Сейчас сетка скоростных линий превышает в стране 37 тысяч километров. На мой путь приезжает состав CR400BFZ 2020 года выпуска, состоящий из 8 вагонов. Гуанчжоу для него остановка, следует из города Хэньянь и конечная станция Шэньчжэнь на границе с Гонконгом. Простите, если я не так произношу названия китайских городов. Судя по данным на экране, подошел правильно к первому вагону. На станции вышло много людей и много же новых людей вошло. Внутри первого класса рассадка 2 проход, 2 кресла. При входе большая зона для размещения багажа и вместительные полки сверху. Никто билеты не проверял. Место не выбирал, досталось автоматически. К сожалению, в проходе. Кресло широкое и удобное. Есть подставка для ног. В следующем вагоне уже обычный класс. 3 проход, 2 кресла. Выглядит не так широко, но не уже обычных самолетных кресел в экономе. Все полки для багажа оказались заняты. Поставил свой чемодан за креслами последнего ряда. В кресле ничего необычного нет. Столик и крючок повесить одежду. Поезд бесшумно тронулся точно по расписанию и быстро начал набирать скорость. В кресле есть еще автоматическая регулировка подставки под колени. За окном появилось множество транспортных, автомобильных и железнодорожных развязок. В начале поезда пассажирам предлагаются какие-то напитки. С другой стороны, есть кулеры и микроволновка. Туалет просторный, гораздо больше самолетных и, на удивление, оказался чистым.
Время в пути до Шэньчжэня 36 минут. На обычном поезде можно доехать за 1,5-2 часа. Половину пути скорость была аж 308 км в час. В салоне она никак не чувствуется, только за окном все очень быстро пролетает. Было 2 очень короткие остановки, и вот уже конечная станция. Все выходят. К сожалению, по какой-то причине в списке пунктов пересечения границы 144-часовой транзитной визы нет такого, когда можно сесть на прямой поезд до Гонконга, который, конечно же, тоже ходит. Далее цель – как-то добраться до пункта Шэньчжэнь Бэйпорт, а там уже сесть на автобус. От вокзала карта показывала на метро за 1:17 с 2 пересадками и 25 минут еще идти пешком, или такси за полчаса. Проследовал по указателям на стоянку такси, которая находится не в самом здании, а где-то в соседнем, в подземной зоне, но везде есть таблички, куда идти. Несколько линий. Сел в очередную машину. Показал водителю название, куда мне нужно, он сразу же понял. Спросил, можно ли оплатить наличными, он улыбнулся и кивнул. Включил таксометр, который находился прямо на центральной панели, и показывал всю информацию о водителе и поездке. Всего полчаса на скоростном поезде, и город какой-то другой, как будто в тропики приехал. Очень много зелени, везде чисто, встречается больше бензиновых машин. Шэньчжэнь считается глобальным технологическим хабом и местом рождения китайского экономического чуда. Именно отсюда пошли проекты экономических реформ. От рыбацкой деревни до огромного мегаполиса. Везет мне с водителями такси. Во время поездки он через громкую связь очень эмоционально и громко разговаривал с кем-то. Есть подозрение, что с мамой, так как в какие-то моменты они переходили на крик, потом резко она его отчитывала. Развлекался переводчиком внутри приложения Alipay, записывал их разговор и пытался перевести на английский, чтобы понять контекст. Обсуждали проблемы работодателей, потом тему кого-то в опасности из-за больших долгов, а в конце о том, что у кого-то нет ключей от квартиры, но они есть в телефоне. Около границы водитель не стал стоять в пробке с такси, а вклинился в нее у самого въезда, наорав на других водителей. Когда вышел из такси, он все еще продолжал выяснять отношения. Получилось за метров 100 до места высадки. Прошелся пешком. По таксометру 66 юаней, дал 75 с чаевыми. Здесь уже потеряться сложно. Все дороги ведут в сторону границы Китая с Гонконгом. Пункт перехода Шэньчжэнь Бэйпорт открылся в 2007 году, и сейчас под крышей одного комплекса располагается погранично-таможенные службы Китая и тоже Китая. А дальше мост в специальный административный район Гонконг. Сначала зашел в большой зал, где направо были очереди для жителей Гонконга и Китая, а налево все остальные. Людей практически не было. Работали несколько постов, предъявил паспорт со 144-часовой визой, все проверили и пропустили без вопросов дальше. Всего несколько шагов через небольшой коридор и снова граница, но уже чуть-чуть другого Китая, специального. Все точно так же. Налево туристы и все остальные, направо местные жители. Для россиян в Гонконг не нужна виза, если срок пребывания меньше 14 дней, но нужно заполнить карточку въезда с информацией о месте проживания. В паспорт сейчас никакой штамп о въезде не ставят, а вкладывают небольшую карточку. Здесь уже задавали вопросы: насколько, какие планы и когда и каким способом уезжаю обратно. Далее таможня и длинный коридор к автобусной станции. Билеты на автобус можно купить заранее, например, вот на этом сайте, или купить на месте за наличной или картой. Принимают как юани, так и гонконгские доллары. Много разных автобусных компаний. Подошел к первому попавшемуся лотку, спросил, есть ли автобус до нужной точки. Сказали да, вот через 10 минут будет. Заплатил 46 юаней, оставил чемодан в багаже и поднялся в автобус. В Гонконге уже руль с другой стороны, потому что левостороннее движение. Автобус заполнился быстро, и поехали сначала через огромный мост над Шэньчжэньским заливом, соединяющий два разных мира. Нужно не забыть выключить интернет в роуминге. На другой стороне уже совершенно другая условно страна и правила. Об этом чуть позже. В заливе много рыбных ферм, а вдалеке появились силуэты города. Гонконг, как и многие города, был небольшой рыбацкой деревней. Перешел под колониальное управление Великобритании в 1842 году. Отсюда и так много британского на каждом шагу. В 1997 году Гонконг был передан обратно Китаю под формулой «Одна страна, две системы», которая позволила сохранить свою автономность и уникальность. Основная специализация – это торговля и финансы. Кажется, что вокруг только морские суда, контейнеры и высотки. В Гонконге больше всего небоскребов высотой свыше 150 метров в мире. Вертикальная экспансия – результат ограниченного пространства и огромной плотности населения. Автобус высадил в районе Causeway Bay, где у меня был забронирован отель. Цены на отели в городе негуманные. Большого выбора не было. Взял Best Western. Находится в небольшом небоскребе, не быстро смог найти вход.
На маленьком ресепшн стояла куча багажа, возможно, тех, кто уже выписался из отеля. Мой номер, на удивление, был готов за несколько часов до времени заселения. Получил на 36-м этаже, лифтов всего 3, ждал минут 10, пока доеду. Вот и номер, небольшой. Чемодан открыть можно только на кровати. Наверное, будет хороший вид из окна. Как высоко получилось. Не боюсь высоты. Вау, какой вид. Что еще есть? Очень тесная душевая комната с туалетом. Интересно, какой будет напор воды? Около кровати такой раскладывающийся столик. На нем буду делать сегодня вечером видео про полет в Вологду на Як-40. А напротив входа не сразу заметил раковину и зеркало. Где-то час провел в отеле, нужно было на другую сторону залива. По карте посмотрел, что можно дойти пешком до парома и переплыть. Так и сделаю. На набережной стоял целый вагон метро, в котором дети и взрослые проводили время. Все было украшено по-рождественски, а вот температура воздуха превышала 20 градусов. Где-то вдалеке увидел знаменитый бело-зеленый паром компании Star Ferry, которая занимается перевозками через залив Виктория аж с 1888 года. На пути из отеля поменял деньги в уличном обменнике. Стоимость переправы $5 гонконгских. Принимают или монеты, или купюры в 10 и 20. Другой способ – купить транспортную карту «Октопус» и на нее положить деньги. Было очень шумно. На соседнем пирсе взлетал принадлежащий правительству Гонконга вертолет. На паром проход очень простой. В автомате выдают жетончик, его бросаете. И проходите, если оплачиваете транспортной картой. Отправление в среднем раз в 15-20 минут. Мне повезло. Как только зашел, сразу же началась посадка. Все заходят на открытую вторую палубу, но при необходимости используется и нижняя. Корабль не разворачивается, а может плыть в оба направления. У него 2 гребных винта. Вмещает по официальным данным 577 человек. Время в пути на другую сторону около 12 минут. Этот способ дешевле, чем метро. Ну и, конечно же, во время движения открываются потрясающие виды на город, его пики и небоскребы. Самые популярные рейсы на закате, когда паром состоит практически из туристов. Швартовка очень быстрая. Сразу же попадаю на большую автобусную остановку и иду в сторону набережной. Она большая, широкая и пешеходная. Сначала встречаю подготовку к какому-то народному фестивалю. Вокруг все в людях и участниках. Кто-то переодевается, но большинство используют набережную для подготовки своих номеров и съемки видеовыступления. С набережной из любой части открывается панорама небоскребов. Сосчитать их задача не из легких. Википедия говорит, что 480 зданий выше 150 метров, и каждая вносит свой уникальный вклад в силуэт города. Здесь же начинается местная аллея звезд. Прямо у воды можно найти знаменитостей, внесших вклад в кинематограф. Сразу же нашел таблички Джеки Чана и любимого кумира из детства Брюса Ли. Количество табличек большое. Большинство оказались мне неизвестны. Решил перекусить в итальянском кафе и увидел манящие десерты. Хоть цены оказались высокими, взял Кот де Арагосто. Сопротивление было бессмысленным. Сразу же ее открыл. Идеальная десертная гармония. Со всех сторон хрустящее тесто в сочетании с нежным, медленно тающим во рту густым ванильным кремом. В самом конце набережной памятник Брюсу Ли. И здесь же стояла даже небольшая очередь с ним сфотографироваться. Рядом был большой торговый центр с теми же брендами, которые видел недавно на рынке «Шарик». Но есть, конечно, нюанс. Встретил мой любимый магазин «Кос», в котором были скидки в 60% на большую часть ассортимента. Нашел отличный пиджак по хорошей цене. Долго мерил, думал и в итоге купил. Обычно эти вещи очень ноские и удобные. Во всех магазинах начались послерождественские распродажи. Вышел прогуляться по этой части города. Сразу встретился один из самых знаменитых и роскошных отелей мира – Пенинсула. Везде было много людей. Через несколько кварталов большая очередь за какой-то уличной едой. Девушка одна готовила яичные вафли, и, судя по наградам от Мишлена и фотографии со знаменитостями, должно быть очень вкусно. Но решил попробовать в следующий раз. Над головой очень громко пролетел самолет. Это грузовой Boeing 747 американской компании UPS направляется в Тайбэй. Стемнело. Очень устал. На сегодня хватит. Возвращаясь на другую сторону в отель, посмотрел, как изменился вид на город с приходом ночи. Знаю, что каждый день на набережной в 8 вечера делают световое шоу. Нужно будет заглянуть. Уже около отеля зашел в сетевой ресторан типа Макдональдс. Взял бургер из грибов, картошку и огромный клубничный коктейль. Согрешил с сахаром по полной.
Завтраки не входили в проживание. Как только вышел на улицу, увидел лоток, где готовили на пару димсамы, которые, кстати, можно отнести к традиционному завтраку. Взял с креветкой. Верхний слой состоит из тонкого прозрачного крахмального теста, а внутри сочный фарш из креветок. Все съел за секунду, а только потом увидел. Положили еще соус. Но этим не наелся. Пошел дальше исследовать округу. Заметил, такси в городе какие-то странные. Одинаковые старые машины марки Toyota Crown Comfort или Nissan Cedric, где-то на вид из 90-х годов. Зашел в интернет, а это, оказывается, результат правил и требований к автомобилям и местных предпочтений, а также проверенный годами комфорт и долговечность этих моделей. Красные такси городские, другие цвета обслуживают соседние территории. Мой отель находится около торгового центра Times Square, и здесь действительно, как и в Нью-Йорке, много людей. Где-то, когда-то, в каком-то видео видел, как путешественник говорил: в этой кондитерской вкуснейшие яичные тарты. Они их делают на основе, напоминающей круассаны, а сверху добавляют нежнейшую закваску. В нее часто очередь и быстро все раскупают. На улице даже с ними фотографируются. Взял один круассан и тарт. На вкус как нужно. Верхняя часть подпалена, например, десерта крем-брюле. Жаль, маленький размер. Круассан насыщенный, но совершенно оказался не хрустящим. Вчерашний десерт в итальянском кафе был лучше. С уличной едой все в порядке. На каждой улочке много больших и маленьких кафе и ресторанов, где в основном готовят мясо, чаще утку и лапшу в различных форматах. Это, наверное, два самых распространенных блюда. Иногда видел отдельные фудкорты, где кушают местные, но там нет вообще никаких фотографий и меню, и сложно объяснить свои пожелания или понять предложение. В Старбаксе попросил приготовить обычный черный чай. В других местах не смог объяснить, что мне нужен просто черный чай. Очередное наследие Великобритании – двухэтажные автобусы. Иногда непонятно, как они поворачивают на узких улицах между узкими небоскребами. Оплатить можно при входе наличными под расчет, платежной картой Visa MasterCard или транспортной картой Octopus. Случайно даже попал в небольшой магазин, где продавались только коллекционные модели всех возможных местных автобусов, и они имели популярность. Вот это интересное хобби. До следующей туристической точки решил проехать на метро. Нужно выбрать станцию, и автомат покажет, сколько стоит поездка. На турникете прилагаю, как всегда, карту и прохожу. У сотрудника на станции продаются билеты по пластиковой карте. Метро ходит часто, все дублируется на английском, навигация очень простая. Следующее место для посещения находится в старой части города, если ее вообще можно так назвать. В метро нужно следовать к выходу А2. При переходе дороги смотри налево. Для туристов, конечно же. Upper Lasker Row. Или ее еще называют антикварной или кошачьей улицей Cat Street. Но здесь слово «кот» имеет значение «вор», потому что исторически в этом районе продавали краденые вещи. Здесь лавки и магазины старых вещей. Некоторые действительно выглядят старыми, а другие как будто были состарены пару дней назад в пригороде соседнего Гуанчжоу. Интересно погулять. Может быть, даже купить какие-нибудь необычные вещи. Здесь же много уличных кафе. Известная фотка города, когда работал старый аэропорт Кайтак. Он прекратил работу в 1998 году. Наверное, самый знаменитый аэропорт в истории, находившийся в городской черте. Его особенностью была уникальная и экстремальная посадка, известная как «поворот по шахматной доске». Из-за гористой местности и близости домов самолеты при заходе на посадку должны были совершить резкий поворот под углом 47 градусов прямо перед приземлением. Эта посадка была сложной даже для опытных пилотов и требовала особой ювелирной точности и навыков. Самолеты пролетали очень близко к зданиям, настолько близко, что жители могли не то что слышать, но и видеть самолеты и пассажиров прямо из окон своих квартир. Сейчас на территории бывшего аэропорта построены жилые комплексы. В одной лавке продавался мерч авиакомпании, сумки и бейджи экипажа. Вообще можно было найти все, что угодно. Напротив, скучал мастер, который, судя по его оборудованию, занимается производством только одного вида подносов. Еще дальше были магазины, заваленные старой техникой. В следующий раз пойду в этот район на весь день. Современная архитектура мило и уютно соседствует вот с такой бетонной красотой. Там же рядом, минут 5 пешком, находится красивый храм, куда можно свободно зайти и побыть внутри специфических звуков и особых запахов, которые дают свечки и благовония, принесенными посетителями. Из этого района не хотелось уходить. Было уютно. Узкие улочки, много кафе, много местных жителей, которые делают свои обычные дела. Вот кто-то из холодильника сделал целую библиотеку.
В кафе покупаю бутылочку воды и минут 30 просто сижу в одной из множества небольших зон, слушая этот огромный город и одновременно тишину. А район отличает более холмистая местность. Если что, приготовьтесь много или подниматься, или спускаться, но оно того стоит. Встретил вывеску известного японского магазина по моделизму, пройти не мог. Внутри напротив магазина выделена зона, где люди сразу же собирают купленные модели, а некоторые сразу же можно и протестировать. К сожалению, в магазине не было гражданских самолетов. Покупатели интересовали модели гоночных машин. На карте читаю: нахожусь в районе Сохо, по аналогии с такими же районами в Лондоне и Нью-Йорке. Встречается много арт-галерей, интересных кафе и длинные эскалаторные галереи, помогающие пешеходам подниматься на улицы наверху. В этом районе все дороги ведут в сторону культурного комплекса Тайкун, располагающимся на большой территории, которая раньше внезапно оказалась полицейским участком, судом, центральной тюрьмой и казармой викторианских времен. Все еще в бесплатном доступе некоторые исторические здания, например, тюремные камеры и дворы для прогулок. Здесь же один из центров искусств. Обожаю бетонную минималистическую архитектуру. Весь день бы ходил по такой лестнице и сделал бы такую в квартире. На некоторые выставки вход был бесплатный. Зашел на одну на втором этаже по теме вопросов женской центричной экологии, рассмотренных через призму современного искусства. Во дворе снимали короткие видео, а чуть дальше ребята готовились к турниру по йо-йо. Это интересная и уникальная субкультура, включающая в себя элементы игры, спорта и физических законов. Со стороны для меня выглядит магией. Этот район оказался насыщенным на интересные места. Иду к известному трамваю на Пик Виктория, где находится смотровая площадка. Мимо проехала гонконгская свадьба. Но что-то пассажиры машины как-то были не очень рады ситуации. Навигатор проложил дорогу через парк и ботанический сад. Возможно, какая-то часть доступна по билетам, но мой бесплатный путь тоже был между необычных растений. Шел по улице и стал в очередь. Сразу возникли мысли, это именно туда, куда мне нужно. Оценил ее размеры и решил поехать завтра на смотровую площадку на автобусе. В конце очередь делилась на тех, кто купил билет заранее, у кого нет билета и кто хотел посетить музей восковых фигур. Для них поездка без очереди, но стоимость вот. Иду вниз, в центр, навстречу вечернему городу. Устал, уже можно ехать в отель. Спустился в метро, всего пару остановок и вспомнил, что голодный же. Конечно же, хотелось суши. Спросил Google карты, выбрал популярный и недорогой ресторан, в который, правда, была очередь на вход минут на 20. В нем заказываешь через QR-код, а суши приезжают на таких вот японских скоростных поездах Шинкансен. Забираешь заказ, и поезд уезжает. Было вкусно и получилось недорого. А сразу же за углом продавали просто волшебное мягкое мороженое. Взял микс матчи и чизкейка и панакоты. Вкус до сих пор помню. Второй день завершаю сахарно. Следующее утро планирую поехать на смотровую площадку на автобусе. Около отеля нашел целую улицу рынок. Больше всего было продавцов фруктов и рыбы. Местные жители ходили с сумками и активно торговались. А еще был специфический запах. До Пика Виктории на автобусе приложение сказало проехать на одном и потом пересесть на другой под номером 1. Уже на остановке, где нужно было пересесть, увидел — это маршрутка номер 1. За 40 минут ожидания никто не приехал. Махнул рукой, остановил такси и спросил, сколько примерно будет стоить поездка наверх. Водитель сказал, что точно до $70. Если учесть стоимость билета на трамвай в $76, получается даже дешевле. С другой стороны, очень хотелось прокатиться на старом такси. У водителя было столько разных старых предметов в машине, как будто это его вторая квартира. А какие в машине диваны? В них много огромных пружин, и на поворотах они так раскачивали, меня аж укачало. В конце поездки счетчик показал $57. Дал 65 вместе с чаевыми. Высадили на парковке небольшого торгового центра. Нужно было пройти для входа на небольшую площадь и смотровую площадку, где как раз и приходит трамвай-фуникулер. Вид открывается классный. Не сильно повезло, была какая-то дымка и не так далеко было видно. Хорошие кадры можно сделать, если использовать оборудование с оптическим увеличением. Издалека показалось, что это дети. Но нет. Слева от станции фуникулера есть кольцевая пешеходная дорога, огибающая небольшую гору без больших перепадов высот. Идти очень удобно. Где-то посередине есть ответвление наверх. Решил и туда забраться. Много-много ступенек и стоят таблички. Место, оказывается, имеет историческое значение и использовалось для прогулок губернаторов Гонконга в колониальные времена. Наверху смотровая площадка, место для пикника, туалет и магазин. И, конечно же, потрясающие виды. Заинтересовали корабли. Для них же есть свой флайт-радар.
Сайт Marine Traffic показывал, один контейнеровоз под флагом Японии плывет в Сингапур, а за ним следует тоже контейнеровоз под флагом Южной Кореи в китайский порт. Возвращаюсь обратно на пешеходную кольцевую дорогу. Иногда встречается много колючей проволоки, что сильно контрастирует с форматом города. Где-то есть целые тропические зоны. С большей части маршрута открываются просто потрясающие виды на город. Он как будто море со сверкающими кристаллами драгоценных камней или город будущего из фантастической книги. У меня вот такая ассоциация. А вот и трамвай, на который не удалось попасть. Одна из популярных достопримечательностей города. Был открыт в 1888 году и один из самых старых фуникулеров в мире. У него самый большой уклон из всех. Удивился, что на спуск была такая же огромная очередь, как и на подъем. Решил не стоять. В зоне около смотровой площадки проходили разные активности и было много мест для отдыха. Время обеда. В соседнем торговом центре большой выбор из кафе и ресторанов, но мне опять захотелось пойти поесть суши. Здесь видно кухню и как грузят на поезда готовые блюда. Это сетевой ресторан, который принадлежит сети Дон Донки. Официант провел к столику, объяснил, что здесь нужно выбирать не с телефона, а через iPad, порекомендовал взять гребешок. Да, гребешок с соусом терияки был просто божественен. Но цены вот не понравились, раза в 2 выше, чем внизу. Обратно, наверное, поеду на автобусе, но и здесь огромная очередь. Время терять не хотелось, иду к стойке такси и прошу довезти до ближайшей станции метро. В этот раз попался разговорчивый водитель. О да, очередь просто огромная. Мы обсудили с ним все мировые новости. Сказал, что никогда не поменяет свою машину на другую современную. Она идеальная. Станция метро оказалась совмещена с торговым центром с дорогими магазинами. Чтобы пройти до поезда быстро, нужно было постараться. Переехал на другую сторону залива. Следующая точка в городе – крупнейший музей современного искусства и дизайна в Азии М+. Он новый, был построен буквально несколько лет назад. Территория музея огромная. Пошел сразу в сторону набережной, посмотреть, какой там вид. На город спустился или смог, или туман, и уже было не так ярко и четко видна панорама города. Музей имеет постоянную и меняющуюся экспозиции. Мне показалась цена на вход очень высокой. Решаю просто посмотреть архитектуру и погулять вокруг. В интернете написано, коллекция включает в себя работы многих известных мировых художников и дизайнеров. На улице жители выгуливали не только собак, но и кошек. Их тоже возили в модных колясках с дорогими аксессуарами. Полное равноправие. Ну, кроме некоторых, конечно, дел, на которые кошки не согласились бы точно. Виды здесь потрясающие, проход совершенно свободный, занимаются все чем хотят. Вот кто-то снимает видео про покемонов. На одной из площадок была рождественская ярмарка, где играла музыка и продавали всякие товары. Самые большие очереди стояли за швейцарским раклетом, залитым толстым слоем сыра за 79 гонконгских долларов. И за блинчиками с начинкой от какого-то популярного в Азии повара. Все время пугался, видя таких детей в колясках, но потом улыбался. Чуть дальше было как-то многолюдно на набережной. Кто-то просто сидел с пледами и едой, но большинство было с фото и видеотехникой. Много кто вел прямые стримы. Причина стала очевидна. Это закат. На мой взгляд, он не был самым лучшим, так как на горизонте было облачно. Как только солнце зашло, все сразу же пошли к выходу и стемнело очень быстро. На пути из музея случайно попал на заполненную под завязку улицу с уличной едой. Здесь было намешано все. И что-то китайское, и жареные устрицы, фаршированные сверху овощами и мидиями, и даже кебаб, к которому стояла немаленькая очередь. Чуть дальше улица превращается в ночной вещевой рынок. Сворачиваю в ближайший переулок, а здесь в самом разгаре торговля недавно пойманными морепродуктами из коробок и аквариумов. Здесь же могут и приготовить. Разнообразие огромное, везде вывески с едой, все бурлит. Мне хотелось в туалет и перекусить. Но как выбрать? Зашел в одну из сотни лапшичных. Судя по рейтингу на Гугле, отзывы были больше положительные. Меню принесли на английском, взял лапшу с подобием пельменей из креветок. На вкус было необычно, потому что лапша была твердая, как будто недоваренная. За 15 минут дошел до набережной, где каждый день в 8 вечера начинается шоу «Симфония света». Людей было не протолкнуться. В интернете прочитал, в шоу принимает участие 40 зданий с пиротехникой, и это самое крупное постоянное световое шоу в мире. Даже есть запись в книге рекордов Гиннесса. На мой прямо личный взгляд, ожидания оказались сильно выше реальности. Играла музыка, и с некоторых зданий работали прожекторы. На видео выглядит гораздо лучше, чем вживую. Никакой пиротехники не увидел. Длится все минут 10, наверное. На пути в отель, на том месте, где днем был рынок, оказалось множество маленьких ресторанов с пластиковыми стульями и запахом на всю улицу. В меня уже ничего не лезло.
Забыл рассказать про необычный городской транспорт – двухэтажный трамвай, который называют еще Динь-Динь за его характерный звонок. В мире всего 3 трамвайные системы, в которых есть даблдекеры. Одна в Великобритании, другая в Египте и третья в Гонконге. Очередное наследие колониальных времен. Из интересного, была запущена аж в 1904 году. Недорого. Стоимость проезда $3. До сих пор работают на линиях старые модели трамваев. Со 2-го этажа открывается отличный вид на жизнь города. Можно и нужно сесть на конечной станции и долго-долго ехать через весь Гонконг. На маршрутах ходят и экскурсионные трамваи. Несколько раз их видел. Скорость при движении часто медленная, чем быстрая. Подойдет, если нужно добраться куда-то несрочно. Хотя они выглядят очень неустойчиво. Из-за фактически одной платформы ловко поворачивают и маневрируют. Еще удивило, в городе много тарологов. Вот на входе в торговый центр сидят в ожидании клиентов. У меня отношение к этому как к битве экстрасенсов, с улыбкой. Иногда встречались странные места, где в коробках сидели люди, но они не были бездомными. В этих коробках они пели караоке и стримили через телефоны в интернет. Много вопросов. Уже пора в аэропорт. Лечу на Пхукет. Поеду на местном аэроэкспрессе. Сначала нужно доехать на метро, потом перейти через бесконечные переходы по направлению Аэропорт-экспресс, найти лифт, где сотрудники контролируют очередь, и подняться на другой этаж, откуда отправляются поезда в сторону аэропорта и экспоцентра. Может быть, билет покупается и другими способами. Выбрал просто обратиться в кассу. Стоимость проезда на одного человека в одну сторону $105. Дороже, чем у нас. От станции поезда отправляются часто. Следующий приехал буквально через пару минут. Внутри большие кресла, расположенные в 2 направления, и зоны для багажа. Садитесь слева по ходу движения поезда. Он бесшумно несется с огромной скоростью мимо бесконечных портовых кранов и контейнеров, огромных кораблей и жилых небоскребов. В пути делает несколько остановок. В конце заезжает на искусственный остров, на котором и построен аэропорт. Видно множество самолетов домашней авиакомпании Cathay Pacific. Помню времена, когда они летали на А340-300 в Москву. Станция метро находится прямо напротив зоны регистрации. На ней много тележек для багажа. На входе никакого контроля нет. Для регистрации один большой многоуровневый терминал, чем-то похожий на Бангкок, где заблудиться невозможно. На табло нужно найти мой вылет. В 20:10 на Пхукет. Зона регистрации H. А рядом висит самолет, который издалека принял за конструкцию братьев Райт. А оказалось, реплика первого самолета, разработанного французским конструктором, который в 1911 году полетел в Гонконге. Зона H находится в самом конце. Здесь же автоматы для саморегистрации, но мне нужно на стойку сдать багаж. В Таиланд лечу рейсом авиакомпании Hong Kong Express. Ее можно назвать местной победой. Бюджетная авиакомпания, летающая на семействе А320. Интересно, стойки регистрации подозрительно пустые. Во время покупки билетов спросили только имя, фамилию и дату рождения. Никаких данных про номер паспорта и так далее не было. Девушка все это спрашивала и вносила минут 10 на регистрации, а потом у нее сломался принтер, который внезапно начал печатать только пустые посадочные. А рядом находился еще один модельный магазинчик, в котором продавались уже и трамваи, и другая техника, включая работающую в аэропорту. А вот на стойках Emirates была огромная толпа на регистрацию. Чтобы пройти в чистую зону, нужно сначала пройти первый контроль, где просят обязательно посмотреть в 3D-камеру. Без взгляда в нее не пропускают. Следующий шаг – обычная проверка безопасности. Не такая детальная, как у нас. Возможно, сканеры более лучшие. Дальше быстрый паспортный контроль, где мне не задали никаких вопросов. Первое ощущение – очередной торговый центр. Пошел в сторону Sky Garden, подумал, там смотровая площадка, а оказалась большой курилкой на свежем воздухе. Вернулся обратно. Ну точно, как в дорогом торговом центре. Встретил монахов, но каких-то других, похожих на тех, которые в фильмах занимаются боевыми искусствами. Они закупались в дьюти-фри. В списке бизнес-залов от банка был и Гонконг. Оказалось, что лаунжей Plaza 2. Один для авиакомпаний, второй для обладателей вот таких вот QR-кодов, как у меня. Внутри неплохо. Большая буфетная линия с салатами, супами, горячими блюдами и даже были димсамы всего одного вида, приготовленные на пару. Но очень много людей и чересчур шумно внутри. Взял суп-лапшу с рыбными шариками. На вкус как-то не очень, как будто вату какую-то съел. Решил перекусить в кафе за деньги. Большая часть 2-го этажа выделена под фудкорт. Здесь же и ресторан известного Гордона Рамзи с самолетной едой. Или суши-ресторан, где были сеты амакаси. А еще несколько других мест. Если не хочешь стоять в очереди, можно заказать через терминал. Одно но – цены высокие.
Если отойти чуть-чуть в сторону, будет галерея с более простыми магазинами и адекватными ценами. Выход на посадку у меня номер 215. Указано, нужно идти вниз и поехать на внутреннем межтерминальном поезде. Пешком дойти до гейта нельзя, так как он находится буквально через несколько рулежных дорожек. Межтерминальное метро едет быстро и долго, делает одну остановку. В конце просят всех выйти и показывают, куда идти. Удивился, в этой зоне практически никого не было, а хотелось что-нибудь купить поесть. Из всех кафе в терминале работал только Starbucks в самом конце противоположной стороны. Пространство огромное и чистое, много разных зон провести время в ожидании своего вылета. Около 215-го выхода на посадку уже стояла очередь, вот-вот она начнется. Пошел посмотреть, на чем сегодня будет полет. Летит А320 Neo 2020 года выпуска. Недавно прилетел из Сеула, и вот теперь его готовят к рейсу на Пхукет. Вдалеке у основного терминала стояли большие дальнемагистральные самолеты. Их было не разглядеть. Началась посадка. Проверяли еще раз у каждого пассажира паспорт. Меня не хотели пропускать со стаканом чая из Старбакса. Сказали, правила авиакомпании запрещают. Отошел, засунул чай в пакет и спокойно прошел. Внутри обычный салон. 3 проход 3. Полностью экономического класса. Пассажиров было немного, и команда попросила всех занять свои места, которые были ближе к концу самолета, из-за центровки. Сказали, после взлета можете занять любые, кроме платных. Шаг кресел в рамках. Не тесно, но и невозможно закинуть ногу на ногу. Розеток нет, а вот кресла откидываются. Не часто для лоукостеров. Рядом стоял самолет другой местной авиакомпании Gongkong Airlines, прилетевший из Шанхая. В иллюминатор видно, заправка еще не закончилась, хотя пассажиры уже все сидели на местах. Долго была открыта дверь в кабину. Экипаж обсуждал какие-то моменты с наземными службами. А вот и мой секретный стаканчик, принесенный контрабандой. Вышел на связь Кэп. Его зовут Роб, и он из Австралии. Летит 3 часа 40 минут, и мы должны прилететь за полчаса до Нового года. Забыл сказать, сейчас 31 декабря 2023 года, и Новый год по гонконгскому времени мы с пассажирами будем встречать в самолете. А вот по Пхукету еще вопрос. Начали руление. Проезжали сонные стоянки дальнемагистральников. Некоторые были в каком-то законсервированном состоянии. В основном самолеты как раз авиакомпании, на которой я лечу. Вырулили на полосу и сразу же начали взлет. Сидел с такой стороны, что получилось увидеть только грузовой терминал аэропорта. Взлетели на 20 минут позже расписания, сделали правый поворот прямо над гонконгским Диснейлендом, и очень быстро погасло табло «Застегнуть ремни». На этом рейсе не кормят. Достал йогурт с мюсли из Старбакса. Это будет предновогодний ужин. Команда предлагала купить еду на борту, но, кажется, никто так ничего и не выбрал. Когда пошел в туалет, заметил, что что-то не так. Нет туалета или перегородки. Сразу видно заднюю дверь. На месте стенки стоят дополнительные кресла, а туалеты расположены там, где обычно кухня. Что зашифровано в этих цифрах на ремовке? 2 туалета в хвосте оказались широкими, не сравнить с Боингом 737, где даже развернуться тяжело. Внутри все чисто, все необходимое присутствует. В темноте неба увидел далеко летящий самолет. Потом посмотрел на флайт-радаре, это был рейс из Гонконга в Бангкок на Боинге 777-300ER. Над городами смотрел, как внизу зажигались множество разноцветных огней и фейерверков. До Нового года оставалось по местному времени больше часа. На подлете к Пхукету, как только начали снижение, вдруг началась сильная болтанка. Когда самолет снизился ниже облачности, все пропало, зато появились яркие зеленые огни в море. Это рыбаки, которые ловят кальмаров. Спектральная чувствительность к зеленому делает цвет более заметным и привлекательным для кальмаров. Еще зеленый хорошо проникает в воду и меньше рассеивается. На посадку заходили со стороны моря и пролетали над известным пляжем, с которого у меня уже есть на канале другое видео. Но ночью вообще ничего не было видно. Сразу же запотели все иллюминаторы из-за высокой влажности. Рядом стоял 777 Emirates, прилетевший из Дубая. Вот такие кресла в салоне у авиакомпании.
Шаг комфортный за счет тонкости спинок. Прилетели даже раньше, чем рассчитывали. До Нового года 40 минут. Интересно, где он меня застанет? На паспортном контроле или когда буду ждать багаж? Большинство пассажиров, которые шли впереди, как-то на вид не очень переживали из-за времени. В Китае Новый год празднуется в этом году 10 февраля. Разница с Москвой на Пхукете 4 часа, поэтому как запасной вариант будет еще раз встретить в 4 утра. Добро пожаловать на Пхукет! Думал, на паспортном контроле будет очередь, а оказалось никого. Прям вообще никого. Сонный пограничник за 10 секунд сделал все формальности. Теперь вниз за багажом. До Нового года 35 минут. Недолгое ожидание багажа, и не может быть, мой чемодан выехал первый. Лучше, чтоб так везло в 2024. На выходе еще до таможни прямо на бегу поменял доллары на баты. По, кстати, хорошему курсу. Наверное, лучшему, который позже видел в обменниках на острове. И там же можно было купить сим-карту. Продавцы всех операторов скучали без клиентов. Ночью работали сервисы такси и трансфера. У меня был заказан отдельный трансфер, и нужно его еще найти. Хоть и прямо Новый год, на улице много встречающих с табличками. А вот и моя фамилия, и мой водитель. До Нового года оставалось 25 минут. Обычный трансфер на пляж Сурин занимает минут 30-40. Может быть, сейчас успеем быстрее? Водитель сказал, быстро не поедет из-за дождя, и для него это обычный день и никакой не праздник, а Новый год у него где-то в апреле. И остались считанные секунды 2023 года. С новым 2024. 1 января. Мои поздравления. Отлично встретил Новый год с водителем такси. Если бы не фейерверки, точно был бы обычный тайский вечер. Мимо проехал автобус с экипажем катарских авиалиний. Они вообще Новый год встретили в креслах автобуса. На этом все веселье закончилось. Водитель сказал, давай поехали уже, ох уж эти европейцы, понапридумывают себе странных праздников. Около пляжа Сурин дождя не было, и работал лоток с фруктами, где купил несколько манго и папайю на новогодний ужин. И не съел, а пошел сразу спать. На следующее утро первый шаг – взять на прокат мопед. Выбрал совершенно обычный Клик 125 с вариатором. В праздничные дни цена была выше, чем обычно. В этот раз уточнили, есть ли у меня с собой международные права с открытой категорией А. Следующие несколько дней на вилле были полны ничего не делания. Дальше пляжа Сурин и Лагуны не выезжал, а так как у меня есть уже на канале видео про Пхукет, расскажу все очень кратко. На пляже стало в разы больше торговли и услуг. И если раньше никто не обращал на тебя внимания, сейчас чувствуется, предложение превышает спрос. Каждый продавец активно пытается чем-то привлечь, что раздражает. С каждым годом платные лежаки все дальше и дальше двигаются в сторону воды. На Пхукете запретили несколько лет назад занимать ими пляж. Все остальное отлично. Может быть, вода в этот раз была какая-то непрозрачная, но очень теплая. Песок чистый и приятный, а прокатчики находятся где-то с одной стороны и не мешают отдыхать, как в других местах. На Сурине открылось множество уличных массажных салонов, где, конечно, дешево, но делают по формату рельсы, шпалы, и ничего общего с профессиональным массажем не имеет, но большинство отдыхающих считают это настоящим тайским мастерством. Все так же лучше всего приезжать с наличными новыми долларами в 100-долларовых банкнотах. Они ценятся дороже всего при обмене. Можно поменять и рубли, но курс получается негуманный. На Сурине красивейшие закаты, которые можно смотреть как сидя на песке, так и из воды. А потом долго-долго гулять босиком по берегу, пока полностью не стемнеет. Несколько раз был в супермаркете в районе Лагуна, где даже есть небольшой ресторан с русской кухней, если вдруг захочется чего-нибудь особенного. А так, еда в эти дни у меня состояла из двух вариантов. Жареный рис с морепродуктами, в который обычно кладут 3 огромные креветки и спринг-роллы, или же потрясающий пад-тай, который можно попросить, чтобы приготовили завернутым в яйцо. Кстати, в некоторых кафе в меню написано, что они не используют добавку для усиления вкуса, о которой все говорят в социальных сетях. Вот только не знаю, верить или нет, все вкусно. Еще в этом районе бывают ночные рынки, на которых больше все для туристов, но хороший выбор и фруктов, и морепродуктов. Могут там же и приготовить. Русскоговорящих на Сурине стало много. Местные даже знаки начали размещать на русском языке. Если у вас будут планы отдыхать в этом месте, один минус – отсутствие тротуаров и плотное движение на основной дороге. А так, все то же самое, как и в других поселках на Пхукете. Совершенно случайно в интернете попалась реклама концерта, на который давно хотел попасть. Он проходил в местечке Лагуна Грув. Здесь концерты проходят на открытом воздухе и теоретически можно слушать откуда угодно. В билете было написано «Начало 18», а оказалось, это время открытия ворот, а концерт начинался спустя 2 часа. Так мне и досталось место прямо около сцены, а концерт был... Сколько лет прошло, все гудят провода, и все
все того же ждут самолеты. Девочка с глазами из самого синего льда тает под огнем пулемета. Александр Васильев «Огонь» отыграл 2 часа без остановок. Мой голос на ближайшие дни был сорван. Следующим утром очередной полет в Бангкок. В отеле помогли вызвать такси. Водитель около аэропорта спросил, domestic или international. Оставил 50 бат чаевых. На входе в аэропорт теперь вместо сканирования всего багажа пассажирам предлагают зарегистрироваться в киосках. Лечу в первый раз авиакомпанией Thai Lion Air, рейс SL771, вылет в 12:15. Мои сроки регистрации с 49 по 52. И сюда уже добрался аэропортовый киберпанк. Выглядит немного страшновато. На регистрации много людей и у всех много багажа, но все двигается быстро. В Тае тоже скоро будет, как и в Китае, регистрация по биометрии. Везде установили сканеры. Получил посадочный, дальше 5 минут на контроль, просили выложить ноутбуки и планшеты из рюкзака. Внутри ничего не изменилось с момента моего прошлого полета. Хоть пассажиров много, пространство большое, всегда можно найти места. Некоторые места даже с массажем. Вот только наблюдать за самолетами не очень удобно через двойное стекло. 3 семерки тайских авиалиний готовятся к вылету в Бангкок. Частенько авиакомпания гоняет на этом маршруте свои дальнемагистральные самолеты. На его место сразу же заруливает А-320 дочерний Thai Smile рейсом из Бангкока. Увидел, на посадку идет самолет, на котором будет мой рейс. Это 737-800 2018 года выпуска. Новым был поставлен в авиакомпанию, билет купил на сайте Lion Air, оплатив картой иностранного банка и выбрал дополнительно багаж и место около окна. Сразу после посадки к взлету готовится самолет Air Asia в интересной ливреи, который полетит в город Конган на севере Таиланда. И здесь тоже уже они. Помогите! Не завтракал. Решил перекусить в аэропорту. Много разных мест, от простых магазинов до небольших ресторанов. Есть и тайская, и европейская кухни. В ресторане со швейцарским названием взял бейгл с рыбой и сильно пожалел. Хлеб был сухой, а рыба пересоленная. Зря потратил деньги. Вылет и здесь можно ожидать под любимые мной рельсы, шпалы. Стоимость космическая, ценность сомнительная. Но стоит даже очередь к мастерам. На посадке было разделение. У кого места в конце направо, у кого в начале самолета налево. Ручную кладь не проверяли, были явно превышающие ограничения сумки и чемоданы. Отношения расслабленные. Просили посадочные и зачем-то проверяли у иностранцев паспорт. Сразу после этого все встречались в одном телетрапе. И те, кто летит в конце самолета, и те, кто в начале. Внутри классический салон для Боинга 737 на 189 пассажиров экономического класса. Первые 3 ряда у авиакомпании приоритетные и имеют увеличенный шаг. Все остальные кресла обычные, кроме аварийных рядов. Шаг кресел терпимый, для коротких рейсов пойдет. В кармашке видавшая виды инструкция по безопасности, бортовой журнал и меню кафе на борту. В этот раз ничего не заказывал, так как в предыдущий раз мне заказанную еду на этом же маршруте не выдали. На перроне увидел 777-300 ER Emirates из Дубая. Время в полете у него составило 5 часов 23 минуты. За ним проехал Boeing 737-800 сингапурских авиалиний в Сингапур. В мой самолет громко продолжали загружать багаж, хотя уже было время, когда должны готовиться взлетать. Emirates почему-то припарковали не около терминала, а на стоянке, где высадка будет через автобусы. Даже такие люксовые авиакомпании не всегда ставят у телетрапа. Посадка медленно продолжалась, хотя пора уже было давно взлетать. Следующим на перроне был красавец А-350 авиакомпании Finnair рейсом в Хельсинки. Сейчас время его полета из-за облета территории России составит 12,5 часов. Раньше было на 3 часа меньше. А-319 из Бангкока. Загрузились. Команда провела инструкцию, и так как стояли около рулежной дорожки, буквально за минуту оказались готовыми к взлету. Садится А-320 Vietjet Air из Чангмая. Мы вторые в очереди на взлет. Перед нами финны. Их А-350 вырулил на взлетно-посадочную полосу и начал взлет, не останавливаясь. Как уже сказал, их маршрут будет проходить в обход территории России. Наш самолет вырулил на полосу. А кто это тут у нас за нами стоит в очереди? Красавец 777 Аэрофлота дневным рейсом в Москву. Наверное, в такие моменты завидуешь пассажирам. Через 9 часов они окажутся в Москве, а мне еще лететь много времени с пересадками. Взлетали не в сторону известного пляжа, поэтому без облаков сразу же открылись виды залива. В полете 1 час небольшим.
На этом рейсе табло «Застегнуть ремни» быстро погасло. Сразу же команда начала продажу еды и напитков. Но пока они дошли до конца салона, уже начали снижение. Пролетали над аэропортом города Сураттани. Он преимущественно обслуживает внутренние линии. Обычно сюда прилетают транзитом на острова Косамуи и Копанган. Через несколько минут пересекли береговую черту залива и спустя минут 20 начали снижение. Команда глазами проверила, застегнуты ли ремни безопасности. Опять пролетали огромный храм в виде летающей тарелки, про который рассказывал в видео про полет с Пхукета. И дальше посадка во втором по величине аэропорту Бангкока Дон Муэн. На рулении к терминалу заметил, что стояла пожарная машина. Надеюсь, ничего не случилось. За нами сел Gulfstream G650 чартерной авиакомпании из Швейцарии. Самолет прилетел аж из новозеландского Окленда. Уже говорил, мне нравится Дон Муэн за его длинные пустынные коридоры и минималистическую бетонную архитектуру из эры модернизации и прогресса. Если сделать какой-то вывод про полет на Lion Air, мне показалось, она идентична Air Asia, и NOC и Vietjet Air. Если планируете полететь, выбирайте ту, которая лучше всего подходит по времени и месту вылета или прилета. В этот раз пассажиры полностью закрыли тележками проход к ленте выдачи багажа. Ожидание было напряженным. Мимо проехала только ручка от чьего-то чемодана с багажной биркой. Представляю реакцию его хозяина. А рядом с моим чемоданом был тюбик с какой-то жидкостью, который сдали в багаж. Интересно, за него заплатили как за целый чемодан? Мне нужно было попасть в отель в центре города. Поеду на такси. Как всегда, иду по указателям, беру талончик, показываю агенту, куда мне нужно ехать. Она кивает, но, конечно же, ничего не передает водителю. Идем к машине. Если ехать с чемоданом, будет плюс 50 бат к тарифу. Сегодня такси будет вот такая розовая машина. Водитель улыбается, говорит на тайском, общается жестами. Показываю адрес отеля, он жестами говорит: не знаю, где это, но район понял, там разберемся. Грузовой терминал аэропорта почему-то напоминает тюрьму. У меня в голове опять мысли про такси в Гуанчжоу. Едем дальше. Водитель говорит вопросительно: «Тоул?» Означает, поедем ли мы по платной дороге. Киваю и даю наличными 80 бат. Он платит за проезд. Дорога свободна, доедем быстро. А вот дальше едем по моему навигатору. Водитель искренне удивляется, как телефон с картой говорит ему, куда повернуть. Они ими вообще не пользуются. Подъезжаем к отелю, даю чаевые в 50 бат. Вылет в Москву через пару дней. Решил остановиться прямо около станции поезда, который идет в аэропорт, чтобы не тащить вещи. На букинге были хорошие отзывы, сейчас проверим. Не курить и не есть дуриан. Непонятно, что хуже. Отель стоил $55 за ночь. Чуть выше среднего чека в этом районе. Однако подкупили хорошие отзывы, писали про чистоту и тишину. Отличный номер. Большая кровать какая. Нужно посмотреть, куда вид из окон. Хотя, по правде сказать, никогда в них не смотрю. Предпочитаю полностью жить с закрытыми шторами. Ну так, вид неплохой. О, прозрачная ванна и туалет. Одному, если жить, отлично, проблем нет. Вид хороший и солнечный свет. А вот если не одному, вопросики. За такую цену потрясающая мягкая постель и идеальное по фактуре белье. Сделал правильный выбор. Бросаю вещи, на дверь табличку «Не беспокоить», чтобы горничная не заходила, и вперед в город. Есть несколько дел. Отель находится в жилом массиве, в метрах 200 от проездной дороги и станции наземного метро. Нужно пройтись по переулку, но вот здесь была проблема пройти. Кажется, они просто мыли дорогу из гидранта. Сразу в конце переулка лестница на станцию метро. Покупаю билет в самый центр на станцию Сиам. Там много торговых центров. Проезд стоит аж 25 бат за 2 остановки. В торговом центре покупаю несколько компьютерных вещей. Здесь, конечно, огромнейший выбор. Далее иду покушать в магазин Дон Донки. Обожаю этот эксцентричный формат с глубокой японской душой. Не магазин, а постоянно какое-то приключение и впечатление. На его просторах можно ходить часами. Даже японская клубника есть за немаленькие деньги. Целый загадочный и прекрасный мир. В нем небольшой ресторан, где приготовят просто тающие во рту суши из свежайших продуктов. В этот раз было спецпредложение на гребешок. Наверное, это были самые вкусные суши за эту поездку. Там же можно взять уже готовые наборы и донбури с собой. И по качеству они не будут отличаться от тех, которые вам приготовят в ресторане. Завершая с едой, зашел в мороженицу и согрешил вот с таким клубничным небоскребом.
Сытый и довольный отправился в Uniqlo, в котором появились размеры XL. Купил несколько вещей и оформил tax-free. Если покупка больше 2000 бат, нужно предъявить паспорт. У меня с собой не было, показал с телефона. Они оформляют бумажку, которую нужно будет предъявить в аэропорту. В магазине New Balance были хорошие скидки на классическую 574 модель, поэтому не мог пройти. У нас цена точно раза в 3 выше. Шел мимо ночного рынка Патонг в районе Силом. Там шла активная торговля копиями всего и вся, но качество мне показалось не таким высоким. На какой-то улице встретил длинный ряд профессионалам по картам Таро, и практически все были с клиентами, а у некоторых была очередь. Мистика и битва экстрасенсов какая-то. Сел на автобус и поехал в сторону отеля. Ночью идти по переулкам, конечно, не так весело, как днем. Освещение минимальное и странные личности вокруг. На следующее утро, конечно же, нужно было зайти на завтрак, который входил в стоимость. Он проходит на 2-м этаже справа от ресепшн. Не ожидал от такого небольшого отеля чего-то большого. И оказался неправ. Отличный выбор свежих овощей, целое меню блюд из яиц и блинчиков, которые сразу же готовят. Яичница была более популярна. А еще целый стол с для нас экзотическими фруктами и свежевыжатыми соками. А вот с кофе на завтраке было не очень. Решил пройти в Starbucks на другой стороне от станции метро. Уже с утра было жарковато, поэтому взял айс-латте, которое со льдом. Время лететь домой. К станции, с которой отправляется поезд в аэропорт, можно дойти пешком. Может быть метров 200-300. Везде есть указатели и даже эскалаторы. Стоимость проезда в аэропорт 45 бат с конечной станции. Чем ближе будете садиться, тем получится дешевле. Ну и такая стоимость практически идентична обычному городскому транспорту. Нужно подняться еще на платформу. Поезда ходят днем где-то раз в 10 минут. На маршруте всего 8 станций. С одной можно перейти на подземное метро, с другой на наземное. Время в пути 20 минут. В аэропорту поезд прибывает на платформу где-то внизу. Дальше на эскалаторах или лифтах в зону регистрации. И мне нужно еще успеть получить tax-free. Беру бумажку, которую мне выдали в магазине, иду в самый конец с правой стороны, где написано VAT Refund. Здесь мне нужно представить документы и паспорт. Иногда они могут попросить показать товары. Там ставлю штампы и иду регистрироваться и сдавать багаж. Уже в чистой зоне с двух сторон терминала по указателям нахожу офис, где оформляют возврат. Очередь из туристов из Китая только была длинной. И просили еще раз показать дорогие вещи и технику у тех, кто оформлял большие суммы. Дальше меня ждали длинные-длинные перелеты, но это уже другая история. Спасибо вам большое за то, что вы посмотрели в этот раз такое долгое видео. Буду благодарен, если вы дадите обратную связь, насколько такие длинные видео в будущем вам интересны. Еще раз большое спасибо!